Всем привет! Мы живем в Польше уже 2 года, поэтому сегодня пришла пора поговорить о том, что же нас в поляках поражает и удивляет. Еще до того, как началась война, на этом канале я раньше любила искать какие-то схожести или различия между Россией и Польшей. Ходила по улицам, смотрела, наблюдала за людьми, и мне хотелось посмотреть, найти какие-то вещи, которые нас объединяют или, наоборот, различают. Потому что мне казалось, что если ты лучше знаешь других людей, там, из другой страны, в мире будет больше мира. Как видно, я ошибалась, но это не значит, что не нужно продолжать пытаться понять друг друга. Поэтому здесь я хотела бы привести 5 примеров того, что нас удивляет в поляках. То, что нам кажется не похожим на наше привычное поведение. Это могут быть какие-то и глобальные вещи, и какие-то, может быть, мелочи. А вы, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам кажется. Может быть, я не права, может быть, я увидела только пару людей, сделала общий вывод, а может быть, так и есть. Поэтому давайте вместе с вами обсуждать и пытаться понять друг друга лучше. Первый пункт – это то, что поляки пожимают руку женщинам. Я понимаю, звучит странно и сексистски, но сейчас объясню. У нас в России мужчины здороваются за руку, когда при встрече. Женщины, может быть, обнимаются друг с другом или просто говорят привет, но как-то не пожимают руку мужчинам или женщинам. Может быть, кто-то так делает, это не то, чтобы это запрещено, пожимать руку мужчинам. В целом, как-то так не принято. То, что мужчины, когда встречаются, они пожимают друг друга руки, остальные по-другому здороваются. Здесь я что заметила? Что женщины друг другу пожимают руки, и мужчины пожимают руки женщинам. И даже такой был случай, когда мы пришли в одно заведение. В первую очередь, так как человек договорился со мной, он пожал руку мне, а не Саше. Это какие-то мелочи, но они, мне кажется, что-то говорят об устройстве общества. Или, например, тоже на одном мероприятии была, и мне женщина пожала руку крепко. И я все время так этому удивляюсь. Мне кажется, это мелочь, но она такая удивительная, и мне она нравится. Потому что даже мы смотрели один сериал про старое время, и там генерал тоже пожал руку женщинам. Для вас это может быть обычная, очевидная вещь, но я каждый раз, когда вижу эту деталь, я удивляюсь, и она меня радует. Не то, чтобы это какая-то полная дискриминация, что у нас в России не пожимают руку женщинам, типа они не рукопожатные. Нет, просто у нас так принято, как-то женщины здороваются по-другому. Я думаю, у каждого этикета есть свои причины. Если он таким сформировался, значит, это было по какой-то причине. Например, я не знаю. Мужчины же, когда здороваются за руку, они должны снимать перчатку, а в России зимой холодно, может, поэтому женщинам не пожимали руки, чтобы им не приходилось вытаскивать руки из манто или из перчатки, или что-то еще. То есть у этикета своего всегда есть причина. Интересно, по какой причине здесь в Польше происходит наоборот. То, что я вижу, меня это радует, мне кажется, это очень интересная такая культура поведения. Еще хочу предупредить, что мой список будет достаточно субъективный. Это не список, который часто встречаешь в статьях в интернете про культуру Польши. Там часто будет пункт про то, что поляки много жалуются. Я про это говорить не буду, потому что, честно говоря, я особо это не встречала. Поэтому я буду говорить то, что я наблюдала и что меня конкретно удивляло. Второй пункт – это то, как поляки помогли украинцам во время войны. Удивляло в хорошем плане. Мне до слез трогало то, как поляки предоставляли свои квартиры, помогали с едой, волонтерили. То есть люди самоорганизовывались, составляли списки, помогали чем могли, квартирами, вещами, чем угодно, принимали у себя незнакомых людей. Это такой пример, с которым хотелось следовать, самому хотелось стать лучше, самому хотелось помогать больше. В общем, поляки это делали так, что как будто так и должно было быть. Это так должно было быть в идеальном мире, где все добрые и хорошие. Поэтому в этом большое уважение полякам. Причем это было на абсолютно разных уровнях. Это было и на политическом уровне, это было и на гуманитарном уровне. Это было вплоть до мелочей, то, что по телевизору появились субтитры на украинском. Некоторые рекламы перевели на украинский. В трамваях были надписи на украинском. В общем, такой уровень поддержки я могу только представить, насколько украинцам, наверное, это было приятно, трогательно и хорошо почувствовать себя здесь в безопасности и то, что о тебе позаботились. У меня большое уважение к полякам. Они большой пример для многих, то, как нужно себя вести и как относиться к другим. Третий пункт. Я, как говорю, список субъективный, и пункты в нем тоже будут очень различные. Что я здесь часто замечаю? Когда я вижу человека на улице, и он мне идет навстречу, я сделаю шаг в сторону, чтобы с ним не коснуться плечом, руками и так далее, чтобы его не задеть. Поляки не отходят с дороги.
Это такая забавная мелочь, это как бы не то, что прям даже, мне кажется, полноценный пункт, но это просто интересное наблюдение, которое я нахожу подтверждение каждый день. От маленьких детей касается до взрослых, они не отходят с дороги, они вот только в последний момент повернут немножко плечо, как будто бы развернулись же, люди прошли, для них это нормально. А я так не могу привыкнуть. За 2 года, наверное, я бы тоже уже должна была привыкнуть расслабиться и ходить так, только в последний момент выворачиваться. Но я до сих пор отхожу чуть ли не на километр и поражаюсь тому, что поляки как идут, так идут. Но в этом тоже как раз-таки в любом поведении всегда есть какая-то причина. Наверняка это как-то тоже обусловлено. А может быть, конечно, это у меня когнитивные искажения. Всяко бывает. Может быть, я только таких встречала. И я же не каждого человека на улице спрашивала, поляк это или нет. Поэтому подумайте и поспоминайте сейчас сами. Вы, когда видите человека на улице, вы отойдете или просто вот рядом пройдете мимо, и напишите, так это или нет. Может быть, мне это кажется, а может быть, я права. Четвертый пункт, не знаю, как сформулировать его коротко, но это про то, как на самом деле глубоко и тесно были связаны между собой Россия и Польша культурно. И чем больше мы здесь живем в Польше, тем больше фактов разных мы об этом узнаем. Например, недавно прочитали статью про то, как поэт Булата Коджава, его жизнь была тесно связана с польской поэтессой Агнешкой Осицкой. Они переводили стихи друг друга на языки. Булат Коджава вообще публиковался часто в Польше. Как он в России переводил ее пьесу для постановки. И таких историй было много. Эта связь идет со времен, не знаю, Пушкина и Мицкевича и до даже моего детства. До того, как мы в детстве сидели и смотрели мультик про песика Рекса, про Болика Лёлика. И еще, например, недавно мы хотели посмотреть старые польские фильмы и обнаружили, что их очень легко найти в интернете с русской озвучкой, либо с русскими субтитрами. То есть они были переозвучены и подготовлены для того, чтобы их смотрели в России. То есть культурный обмен был во всех областях. Трудно, конечно, сейчас, особенно после того, что устроила моя страна в Украине, говорить о том, что будет дальше. Мне жаль, что сейчас этот обмен гораздо меньше, хуже. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому. Перейдем к последнему, 5-му пункту. Но перед этим, если вы видите вот эти картинки, это я их рисую. Если хотите посмотреть, как я их рисую или что я еще рисую, можете подписаться на мой инстаграм или на Сашин. Там он фотографирует и выкладывает много фотографий Польши. Либо можете поддержать наш канал и вообще купить эти открытки и рисунки, если хотите. Будет ссылка в описании. И еще хотела сказать большое спасибо нашим подписчикам, которые недавно стали нашими спонсорами. Спасибо вам большое за это. Если вы хотите поддержать наш канал, вы можете сделать это здесь на YouTube, либо на сайте Patronite, выбрав для вас удобный вариант тарифа, и тогда мы сможем делать ролики чаще, больше и ездить дальше. Перейдем к 5-му пункту. 5-й пункт касается молодых пап. Здесь, в Польше, буду говорить конкретно про Краков, я наблюдаю, как много с колясками гуляют не только мамы, но и папы. Для вас, возможно, это какой-то очевидный факт и привычная вещь, но на самом деле это непривычная вещь. В хорошем плане. Это приятно видеть, что это раннее родительство люди делят между собой. Не только мамы занимаются полностью ребенком, а папа приходит только вечером с работы, а делают это напополам. То есть, что часто гуляют отцы с колясками, гуляют с детьми, с велосипедами, сидят с ними на площадках, гуляют с ними, чему-то их учат. И их много здесь. Они с ними выезжают на выходные на прогулки и так далее. И оказывается, здесь в Польше можно выбирать, кто из семьи уходит в декрет. То есть не только просто женщина уходит в декрет. Это могут выбирать, кто останется с ребенком, папа или мама. Или просто папа может брать 2-недельный отпуск по уходу за ребенком. И в целом, независимо от этих правил, просто приятно видеть на прогулках часто пап с детьми. Это для вас может быть очевидная вещь, но вообще далеко в небольшом количестве стран именно родительство делится напополам. И это, мне кажется, очень хорошая тенденция в современном мире, очень приятная. И, мне кажется, очень благоприятно сказывается на самих детях, что они видят не только мам, а часто пап. Но тем более я просто из того общества, где тотальная безотцовщина, часто дети не знают своих отцов и так далее. Поэтому это очень приятный, интересный факт про Польшу. Но, может быть, вы встречались какую-то статистику, что больше этого встречается в Малопольском воеводстве. Так ли это в других воеводствах? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Вот такой вот небольшой субъективный список. На самом деле, конечно, мы часто наблюдаем много чего интересного, пока мы путешествуем и показываем всю Польшу. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать что-то новое про то, как можно на Польшу посмотреть со стороны. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Берегите себя.